Здравствуйте, друзья, и все, кто посетил мой канал. У меня часто спрашивают, где лучше купить жилье в Болгарии, в каком городе. Тут, конечно, не может быть однозначного ответа. Во-первых, смотря для чего вам нужно. Если для того, чтобы жить постоянно, это одно. А если для отдыха, то это совсем другое. Но в любом случае я бы не советовала вам покупать удаленно. Я считаю, что нужно приехать в Болгарию вначале, чтобы осмотреться и понять, что вам здесь понравится, а что нет. И смотрите мои видео. А я постараюсь помочь вам моими советами, основанными на моем собственном опыте и моем мнении. Большинство людей, которые мечтают переехать в Болгарию, хотят жить именно у моря, да еще и на первой линии от моря. А вот болгары совсем не стремятся жить постоянно на первой линии моря, потому что там намного холоднее зимой из-за сырости и ветров, особенно, конечно, из-за сырости. Я тоже, пожив уже в Болгарии много лет, понимаю, что в приморских городах лучше просто недолго отдыхать летом, но никак не жить постоянно, особенно в туристических городах. Потому что летом людей там столько, что ни днем, ни ночью покоя не будет, а в остальное время года эти города становятся необитаемы. Ну, а если вы хотите купить или арендовать жилье для летнего отдыха у моря, чтобы море было в шаговой доступности, то здесь я бы посоветовала несколько мест. И одно из этих мест я вам сегодня покажу. Я не занимаюсь продажей или арендой недвижимости. Я просто покажу вам это место и расскажу вам свое мнение о нем. А в следующих видео я постараюсь показать вам и другие города и села Болгарии. Сегодня мы побываем с вами в городе Созополь. Это один из любимых городов у болгар. Они очень любят здесь отдыхать. Он находится на юге от Бургаса, в 34 километрах, на живописном полуострове. Впервые я попала в этот город летом, много лет назад, и тогда он не произвел на меня такого потрясающего впечатления, как теперь. Вероятно, потому что за большим скоплением людей я тогда не смогла рассмотреть, насколько здесь прекрасно сочетаются природа и архитектура. Вообще город состоит из двух частей. Это старый и новый город. В новом городе в основном отели и комплексы. А вот старый город Созополь, он очень красивый. Мы по нему как раз сейчас идем. Этому городу очень много лет. Раньше он назывался Аполлония, в честь греческого бога Аполлона. А сейчас в нем каждую осень проходит фестиваль искусств, который называется в честь старого названия этого города Аполлония. На фестиваль сюда приезжают художники, музыканты, артисты со всей страны. Это бывает в первых числах сентября. И людей тут в это время, конечно, очень много, но все очень интересно. А сейчас, как вы видите, несмотря на прекрасную солнечную, теплую погоду, город почти совсем пуст. Хотя сегодня воскресенье, уже март, но туристов почти нет совсем. Вот так пусто бывает в туристических городах у моря в несезон. А это стены старого города. Остатки этих стен можно увидеть здесь в разных местах.
Берег здесь во многих местах скалистый. Но пляжи, конечно, здесь тоже есть. В городе есть два больших пляжа и несколько вот таких маленьких в бухточках. Рядом с городом есть несколько кемпингов с хорошими пляжами. Можно отдохнуть и там, если вы на своей машине и хотите отдыхать таким полудиким способом. Весь старый город сейчас это в основном старые здания с магазинчиками, ресторанами и кафе на первых этажах. Но сейчас абсолютно все закрыто. Мы хотели где-нибудь перекусить, но так и не нашли ни одного открытого заведения. Уже ведутся подготовительные работы перед началом сезона, но пока все закрыто. А сезон начинается в Болгарии в мае. Но в мае людей еще мало. Море холодное. Тут даже и в июне бывает иногда прохладно. И часто в июне идут дожди. А вот уже июль и август – это самое жаркое и сухое время года. Дождей практически в это время не бывает совсем. Температура днем в это время обычно выше 28 градусов. Вода в море примерно 25. Самая теплая в основном в августе. Болгары любят отдыхать на море именно в августе. А для меня в июле и в августе все немного слишком. Слишком жарко, слишком много людей. Поэтому мне больше нравится июнь и сентябрь. А прогуляться и посмотреть на город можно и в марте, вот как сейчас. Мне эта прогулка сегодня очень понравилась. Надеюсь, я смогла хоть частично передать вам очарование этого города с его старинными зданиями, застывшими среди остатков старых стен и скал. Обязательно приезжайте в этот город, хотя бы просто посмотреть. С автовокзала Бургаса сюда ходит автобус. А после поездки я посмотрела стоимость квадратного метра в этом городе. Цена за квадратный метр здесь выше, чем, например, на Солнечном берегу. Если на Солнечном берегу сейчас можно найти квадратный метр где-то за 800 евро, то здесь цены начинаются от 1000 евро за квадратный метр. Что, в принципе, и неудивительно. Здесь, в Созополе, и место более живописное, и я думаю, что сезон чуть более длинный, потому что южнее. Ну, а арендовать жилье для отдыха, я думаю, что цена будет не выше, чем на Солнечном берегу и в других более северных местах болгарского побережья. Снять на длительный срок, то есть на год и более, здесь тоже, конечно, возможно. Но я бы не советовала. Как, впрочем, и в других туристических городах у моря. Мое мнение, что в Болгарии лучше жить не у моря, а немного в стороне от него. Во-первых, потому что это, конечно, будет дешевле, если покупать где-то в маленьких городах в центре страны. И еще потому, что там будет теплее из-за того, что не будет влажности, как у моря. Ну и еще вдали от моря совсем другое отношение у людей. Там вас не будут рассматривать как кошелек на ножках. А в районе моря очень часто к иностранцам именно такое отношение. Пока ты платишь, тебе улыбаются, и все хорошо. Это обычное отношение туристических мест. Не только в Болгарии. А немного дальше, в стороне от моря, отношение будет совсем другое. Тебя здесь уже не рассматривают по толщине твоего кошелька. А мы сегодня, так и не найдя, где в Созополе перекусить, поехали обратно. Нам посоветовали заехать в рыбацкое село. Там вроде очень хорошо,
вкусно, все свежее. Что из этого получилось, я расскажу вам в следующем видео. А я на сегодня прощаюсь с вами. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всего вам доброго. Всем пока!